Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй расклад. Что по судьбе? Что случится или произойдет? События до конца мая 2025 года. Второй прогноз. Знаки судьбы. И как меняется ваша реальность? С чем это будет связано? Давайте узнаем, что на самом деле скоро вы либо услышите, или какая-то реальность, может быть, случится в нашей жизни, к чему вы и где-то можете быть не готовы, а может быть, и интуитивно как раз предчувствовали словом, куда вас заведет судьба. Знаки судьбы как подсказки. И что вам нужно услышать, что важно знать, принять во внимание. И у нас сегодня колода Таро снов. Сон – это как интуитивное предчувствие, ожидание, разговор с собственной душой. То, что мы храним где-то в нашей ментальности, возможно, это как что-то будет проясняться, или вы по-другому видеть будете некоторые обстоятельства, ситуации, или вам, возможно, придется принимать важные решения, чтобы жизнь началась или пошла с более правильной ноги. Адаптироваться будете к чему-то и организовывать по-новому. Давайте достанем 6 карт. Если будет необходимо, будем доставать дополнительные. Первая карта. Что вы, возможно, вычеркнули из своей жизни, а оно возвращается. И это явно то, с чем вы уже имели дело. Может быть, с кем-то имели дело конкретный человек, конкретные контакты. Достанем карту. Какая ситуация может вернуться? Может быть, это как неоконченная пьеса была, и нужно продолжить в каком-то правильном ключе или с правильной ноги. Следующая карта. В чем вы, возможно, поставили точку, оказалось либо многоточие, или какая-то запятая. И что прояснится, или какая правда для вас откроется. Может быть, это как ваш внутренний инсайт, прозрение. Это я тоже допускаю. И мы сказали знаки судьбы. Поэтому мы достанем 3 карты. Первая карта как знак судьбы. Куда вас заведет судьба, как направление, может быть и так. Вторая карта знаки судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? И третья карта знаки судьбы. Какие возможности перед вами открываются? Давайте узнавать. Что же вы могли вычеркнуть из вашей жизни или поставили точку? Ух ты, тут все серьезно. И 15-й аркан дьявол нам говорит о наших ожиданиях, где-то, понятно, о наших привычках или каком-то стереотипе, шаблоне, как мы действовали прежде. И явно нам это уже мешает. Здесь, правда, какая-то незавершенная пьеса по части того, что вы именно хотели, или к чему вы прикладывали усилия, а здесь вы понимаете, что, а нет, вот, наверное, так корабль не поплывет, или какая-то история вот так продолжаться не может. И карта нам говорит, что наша тень, словно желание владеть, и именно это нам мешает. Это вы сами можете проанализировать, исходя из ваших намерений, целей, то, что вы предпринимали до этого периода, и насколько это проигралось в реальной жизни. Опять же, какая-то реальность к вам возвращается. Вы сами можете проводить вот эту параллель между тем, что я хотел, и, может быть, к чему прикладывали усилия, может быть, даже энергии много застратили. А вот эквивалент теперь какой? И вы знаете, здесь, конечно, могут быть и вопросы отношений, потому что это карта страсти, желание владеть. Как владеть какой-то ситуацией, как владеть, например, получить высокую должность, если мы говорим карьеру, ну и, может быть, вот через личную жизнь. Именно с данным конкретным человеком сложить именно так ваши отношения, как хотите этого вы. Но здесь нам напомнить о себе может именно реальность или какой-то объективизм. С одной стороны, это ваше желание, амбиции, и это прекрасно, но, опять же, есть еще и обстоятельства, к примеру, которые мы не можем и изменить, и нас, самих себя, адаптировать. Знаете, это, по сути дела, когда мы прежде могли, например, не учитывать некоторые материальные стороны того или иного вопроса, а здесь мы наоборот вынуждены как бы
Ведь этот 15-й аркан – это не только наши привычки или какая-то зависимость, это еще и материализм. И материализм, любая карта, она имеет несколько значений. Есть и те значения, которые на нас как со знаком плюс влияют, но есть, понятно, и минус. Но если мы сейчас про плюс, вот этот материализм, мои дорогие, это как источник силы и выживания. И меня смотрят люди из разных стран. Так вот, наверное, основной, вот что вернется, мы спросили, да, вы вычеркнули. А теперь вы понимаете, что деньги как-то надо тратить по-новому. Иначе я себя в какой-то минус или брешь загоняю финансовую. Может быть, мне и хотелось что-то осуществить или даже быть с конкретным человеком. Но, значит, тут что-то надо пересмотреть, переиграть, потому что какая-то игра может перейти в опасность, а тут действительно себя нужно сохранять. Вы знаете, мои дорогие овны, вы более рациональны. То есть, да, есть вот это «хочу», а есть еще, а вот есть вот так вот. То есть какая-то объективная обстановка или ситуация. И более холодные энергии могут войти в вашу жизнь, вот такие, как холодная голова, да, мы говорим. И если прежде мы были где-то, ну, может быть, отчасти на амбициях, или мы думали, а вы люди сильные, не попробовал, допустим, не получилось у меня первый раз, а дай-ка я и еще раз, и третий. А вот точно, до конца мая вы себе скажете нет. Куда-то больше не ходок. Или вот точно вот в таком ключе, может быть, методы ваши, вот здесь вы будете менять. Потому что, ну, на самом деле наступает какое-то прозрение. Конечно, по этой карте нам еще, кстати, говорят, если мы говорим о материализме, это еще источник физической силы, как я уже сказала. И поэтому карта обещает, что у нас сил на все хватит. Именно физических, а вот эмоционально их придется в себе, скорее всего, причесывать. По сути дела, разобраться, сил у меня достаточно, а куда эти силы приложить? Чтобы не было какого-то минуса, а остались голые амбиции или голое желание, или голые мечты. Вот переложить то, что вы очень хотите осуществить, на какую-то реальность. Давайте откроем вторую карту, в чем вы поставили, возможно, точку, а оказалась какая-то запятая или многоточие. Вот вы знаете, тут, правда, уход идет от таких страстных, жгучих энергий. Противоположные две карты. Причем в сторону холодной головы, в сторону рассудительности и в сторону того, даже у кого-то я могу предположить, когда вам захочется уединиться. По карте отшельник в первую очередь это еще и уединение. Нам хочется себя словно отделить от какой-то ситуации. Но карта отшельник, она не подразумевает, что мы вот вообще все бросили и ушли. Нет, мои дорогие, значит, у каждого ведь тут по-своему, обратите внимание, у вас два старших аркана. Это внешние события на вас оказывают влияние. Отшельник идет медленно, он не сидит, да, это просто карта, как аллегория нам изображена, но он идет своим путем. Поэтому, если раньше была какая-то скорость, вот теперь вы избавляете обороты, потому что не хочется, опять же, себе навредить. Или есть и такие энергии и значения, как будто... И, кстати, в этой колоде, но они касаются девятки жезлов. Но вполне вероятно, у нас тоже девятый, пусть старший аркан, и вот это значение можем применить. Это звучит как «ты сделал все, что мог». И, может быть, на самом деле вы выполнили какую-то работу, или вроде как цель уже видна, но нужно еще себя защищать, или нужно защищать уже что-то достигнутое. Здесь могут вас, кстати, люди провоцировать. Опять же, внешние условия, мы говорим, два старших аркана. И люди могут провоцировать, и обстоятельства, мои дорогие овны, вы сильные люди. Но будьте готовы к тому, что ну не все однозначно. Это мы можем себе поставить какие-то благородные мотивы. Кстати, Херон в Овне еще пока. Поэтому для вас могут быть, знаете, как заключительный какой-то аккорд или урок, когда вы понимаете мои благородные намерения, если я даже кому-то хочу помогать, или я хочу что-то осуществить. Не всегда продолжение вот это благородное имеет. Здесь приходится что-то передумывать, переиначивать. Иначе не пойдет вот что-то с правильной ноги. Но тут, правда, много размышлений. Все-таки девятый аркан – это аркан философии. Это работа с информацией, которую нужно упорядочить и уточнить, и осторожные действия, организация жизни по-новому. Тут, правда, мы не можем чего-то исключить. Явно это будет продолжено. Но, знаете, мы уже чего-то не избегаем.
Это первое. Мы никому ничего не доказываем. Отшельник, он исследует жизнь. Вот что у вас будет продолжено. Вы будете исследовать. Это как, ну, может быть, даже какие силы движут людьми. Вот такие вопросы вы можете задавать. Или где-то, ну, так и пофилософствовать вам захочется, потому что, ну, есть какая-то ситуация неоднозначная. Что прояснится или какая правда откроется. А вы знаете, правда откроется, что вы куда-то шли не туда, или силы приложили к чему-то не тому. Еще правда откроется, это ведь карта усталости. Посмотрите, 10 жезлов буквально нашего героя согнула. Согнула, потому что были какие-то, может быть, обязательства. Или, мои дорогие овны, я тут больше вижу, что вы именно на что-то согласились или ввязались. Да, вот есть такая фраза, во что-то ввязаться. Причем, опять же, из лучших побуждений. Но это не привело, ваши действия не привели к тем бонусам, возможно, которые вы ожидали. И здесь вот есть как порядок, дисциплина. И у нас, кстати, соответствие в знаках Сатурн и знак Стрельца. Стрелец – это, как и вы, огненные знаки, и это, ну, вот есть какой-то порядок, да. И вот вы теперь вынуждены как-то правильно себя переосмыслять в плане, что, к примеру, есть закон, есть порядок, есть, может быть, какие-то условия, ну, и есть мои желания. Есть и люди, которые меня могут к чему-то призывать. И в итоге, для того, чтобы вот именно третью эту сторону или уравновесить какие-то противоречия, мне нужно хорошо понимать, на что я соглашаюсь. Вы здесь можете проводить, какая правда откроется. Вы можете действительно узнать о каком-то человеке, который вас пытался использовать. Ну, правда, такое бывает, особенно по десятке жезлов. Как раз какая-то многозадачность идет, и мы понимаем, что шли-то мы не туда. Или зря мы на что-то согласились. Мы потратили силы впустую, а бонусы получил кто-то другой. И теперь мы хотим, с одной стороны, сделать все по закону, по порядку, Сатурн, но так, чтобы был эквивалент в нашу сторону. Вы в первую очередь до конца мая, ну, в той или иной сфере жизни будете проводить действительно параллели. Мои силы, мои знания, мои таланты и какие бонусы я могу из этого получить. И только после этого шлифовать определенные методы. Как будто жизнь вас заставляет контролировать самого себя, собственную харизму. Может быть, и внешне есть какие-то давления и ограничения. Вы, кстати, можете узнать определенную информацию, может быть, случайно, почему вы не могли прежде что-то осуществить. Или почему вы ввязались в какой-то вопрос или дело. Давайте раскроем следующие карты, как знаки судьбы. Куда же вас заведет судьба? Или куда она вас ведет, вот с учетом этих карт. А смотрите, у вас на кону колесо фортуны. Вообще у вас на кону удача. И я должна сказать астрологически, правда, вторая половина года, она для вас открывает новые перспективы, но неизбежна перезагрузка. Вот, наверное, что-то подобное. И, кстати, на вторую половину мая добрая энергия, которая продолжится и на июнь. Я оставлю ссылку в описании под видео. Есть у меня на моем сайте тоже события до конца 2025 года. Я основные позиции июня и июня, планетарные транзиты, как они влияют на нас, на всех. А это и будет где-то июнь-июль, перезагрузка, потому что с одной стороны Юпитер в Раке, с другой стороны пробный заход Урана в Близнецы. И поэтому меняется парадигма нашей жизни. Но для вас, мои дорогие, вот эта перезагрузка необходима, чтобы четко понимать, на что вы соглашаетесь, куда вы будете дальше тратить свое драгоценное время, в каких отношениях вы согласны быть, и неважно, личная жизнь или это вопросы работы, ваших достижений. С одной стороны, как высшие силы вам, безусловно, помогают, но и своя, как куда заведет судьба. И карта ведь говорит, тебе и дальше, как помощь высших сил будет, мои дорогие. Но тут надо правильно совместить. Вот именно какие-то полезные моменты из внешних источников и свои собственные намерения сложить в какой-то красивый узор, чтобы вот именно колесо фортуны пошло наверх к вашей удаче, к вашим возможностям, может быть, к вашей прибыли и осуществить даже какую-то мечту, изменить качество жизни. Давайте откроем вторую карту. Что вам хотят передать высшие силы?
И эта семерка жезлов так выглядит. С одной стороны, у нас хватит сил, я говорила по 15-му аркану, физических сил противостоять. Эта карта еще соревнования, как будто сил парировать тоже хватит. Но первое, нужно продумать, в чем участвовать. И вот именно это и хотят вам передать высшие силы. Ну, наверное, я с самого начала, с первой карты, им только об этом и говорю, но тут, знаете, нужно правильно настроить себя на некоторые вопросы, которые не будут решены быстро. Вот есть такой момент. Здесь может быть и какой-то трудоемкий проект, который будет зависеть от вашей настойчивости и терпения. Поэтому это первый контекст, куда вы будете прикладывать усилия. Но есть еще и, может быть, какие-то манипуляции или какие-то условности. И здесь правильное распределение собственных талантов, чтобы бонусы получили именно вы. Или когда по отношениям тоже как-то терпеливо, может быть, найти взаимопонимание с теми людьми, которые вам необходимы, какие-то ключевые партнеры. Это тоже может быть по 15-му аркану, как и в личной жизни, так и в плане бизнеса и работы. Но какой-то правильный фарватер, вот знаете, среднее что-то. Может быть, держать нейтралитет вам в первую очередь нужно будет научиться. Кстати, ведь это, пусть не в этой колоде, но семерка жезлов нас призывает сохранять свой собственный внутренний дзен. Потому что есть, знаете, как продолжение какое-то следует, когда мы вынуждены какую-то работу, рутину все равно продолжать. И на это тоже потребуются силы. И перед тем, как включиться или в какие-то призывы, вот здесь призывы могут быть по 15-му аркану, мы должны проанализировать, а стоит ли игра вообще свеч? Стоит ли в это ввязываться? Вот именно это, как по судьбе, и то, что вам хотят передать высшие силы. И весь расклад, по сути дела, посвящен этому. Но какие же возможности перед вами открываются? Харизматика ваша получит подтверждение. Это, знаете, как подтверждение, когда вы можете осуществить какой-то проект. И тут, правда, до конца мая вы подводите итоги между той вашей харизмой или желанием, планами, целями, которые вы ставили прежде. Они как будто будут или пересмотрены, или часть будет завершаться. Что-то, возможно, и вы сами будете завершать. И для кого-то из вас это будет продолжено, как построение карьеры. Может быть, это как усиление вашей роли в обществе или в каком-то социуме. По этой карте, безусловно, у нас приходит, знаете, когда мы можем больше командовать, но меньше работать, хочется сказать так. Когда мы меньше делаем сами. И где-то предыдущие карты нам о чем-то подобном, согласитесь, и говорили, потому что король жезлов – это руководитель. Это тот, который отдает приказы. Может быть, и кого-то вдохновляет. Вот вы, мои дорогие овны, ну вот можете кого-то вдохновить. И, кстати, карта очень такая магнетическая. Вы будете к себе как магнит притягивать людей. Может быть, кто-то будет просить совета, но будут среди людей еще и те, которые воспримут ваши слова как то, что вы готовы за них сделать или выполнить какой-то проект. И, скорее всего, вот в подобную работу вы как раз и включались. А в результате вы получаете 15-й аркан, и вот как будто дальше так нельзя. Тут выходить нужно из какой-то словно клетки. Может быть, у кого-то из западни. Вот я такое тоже могу предположить. И значит, переоценка собственных ценностей. В плане, когда мы более расчетливы. И у нас два знака зодиака. Стрелец и Скорпион. Так вот, Стрелец – это желание или то, что мы, ну, где-то как по Юпитеру и Сатурну благородные цели ставили, или это то, что увязывается где-то с законом. Но в нашей жизни нет чего-то однозначно белого или черного, всегда есть полутона. Нет однозначно чего-то хорошего или плохого, а есть то, как мы воспринимаем. Работа с интуицией. Интуиция вам будет подсказывать правильные советы. Поэтому карта говорит, обязательно слушай. Давайте я хочу достать, все же мне очень хочется на другой колоде, это оракул. Какая конкретная ситуация у вас может стать? Ну вот, деньги. Тут вам нужно что-то решать по деньгам. Кстати, крупная сумма денег может быть вами получена до конца мая. И дьявол это ведь тоже про деньги.
Если прежде сумма задерживалась по разным причинам, это не есть выигрыш. Легкие деньги опасны, и будут вам об этом говорить карта. Но если это то, что вы заработали, но оно где-то там загуляло, ну, сбои, может быть, в системах расчета или иные причины, то здесь вы, скорее всего, это получаете. Или карта будет говорить тебе, вот эту сумму нужно очень правильно распределить. Что это еще? То есть деньги будут, деньги есть, но какая-то стратегия, влюбленный. Ну, может быть, это какие-то еще и знаки внимания. Вот и правда, вот все, что по 15-му аркану. Любовь, страсть и деньги проходят. И вот у вас как, что это будет, да? Или как знак судьбы? Я спросила и решила несколько прояснить. Но нам карты повторяют. Я уже не буду доставать дополнительные карты, потому что все то, что я говорила, где-то карта, эти две карты подтверждают. Единственное, давайте мы с вами... Ну вот как карту совет достанем на картах оракула. Карта высокомерия, павлин. Ну где-то и вы не будьте высокомерны, чтобы не пропустить какую-то возможность, потому что это тоже где-то высокомерие по 15-му аркану. Но и с людьми, которые вам что-то пафосно обещают. Вот об этом карта тоже будет говорить. Или, знаете, говорит, что какой-то проект прям на 1000% беспроигрышный. Или ты получишь деньги, это точно, вкладывайся, тебе какой-то эквивалент придет такой ощутимый. И причем могут испытывать ваше терпение или, уговаривая вас, пробовать разные методы, как и петь дифирамбы, мы будем говорить, аркан возлюбленный. То есть мы слышим что-то хорошее, то, что нам нравится слышать. И наше эго тоже вместе с этим растет. А есть еще и реальность. Вот охлаждать свой собственный пыл. Это точно. Давайте еще одну карту как совет достану. Поэтому тут как и люди, ну так и вам это где-то может помешать. Ну точно не достаю. Две колоды карт, причем совершенно в разных энергиях. Это оракул Сибила, который прорисован очень давно, кстати. Тут ничего не менялось, ни значения, ни сами изображения. Аркан Отшельник и карта Мыслитель. Есть о чем подумать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.